Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Кто или что внезапно ворвется в вашу жизнь? Что у вас ждет в период с 1 по 10 ноября? Давайте узнаем у карт, и мы не будем заранее задавать вопросы, предопределяя уже наш расклад, а позволим картам провести нас по той цепочке развития событий, как они видят. И у нас колода Ленорман и еще колода Таро, на которой мы дополним наш расклад. Но сначала как раз 6 карт. Мы спросим у карт Ленорман, что же вас ждет? Или к чему все идет, какая-то ситуация. Планетарно ноябрь месяц, его не назовешь где-то спокойным. Но будем реалистами, конечно, у каждого из нас своя составляющая жизни, свои приоритеты, нюансы. Понятно, и проблемы какие-то свои. Но мы, я надеюсь, проведем приятное время, и, может быть, какой-то пазл сложится у вас. Или, слушая расклад, какую-то свою ситуацию вам это поможет обдумать, прийти к какому-то решению. Итак, кто или что изменит вашу жизнь, возможно, и так. Это ведь может быть и человек, или какая-то новость, информация, или внешние обстоятельства. Поэтому достаем просто 6 карт и узнаем, что же вас ждет, что внезапно, или кто придет в вашу жизнь, ворвется. Каковы, может быть, перемены, с чем они будут связаны, возможности, к чему все идет. 6 карт. Давайте будем смотреть. Тучи. Знаете, с одной стороны, карта 6, именно номер. И если по нумерологии 6 это всегда победа. Но это не такая простая победа, потому что тучи как раз с информацией, новостями, нашим мировосприятием или оценкой конкретной ситуации, когда все неоднозначно. Условно, на две части тучи, карта как будто, да, изображение делит это изображение, и есть туча темная, мрачная такая, которая с молнией, а есть уже облако. Поэтому это не есть что-то долгое, вечное, это может быть как событие, новость, которая кратковременная, на котором не нужно основываться. Где-то карта говорит наоборот: доверяй, но проверяй, как и информацию перепроверяй. Так и если что-то вокруг тебя происходит, скорее тут адаптироваться нужно к какой-то ситуации или правильно расставить приоритеты, или дополнительную информацию найти, чтобы для себя сделать что-то наиболее точно и правильно, или для кого-то и обезопасить. Давайте откроем еще одну карту. Просто много людей еще, я должна сказать. 20-й аркан, сад. И это много общения. Может быть, для кого-то из вас смена ваших приоритетов, то что произошло где-то в глубине вашей собственной души. И это может быть связано с тем, что я теперь окружение решил менять. И здесь вы более так детально будете присматриваться к одному, ко второму, рассматривать как раз и вблизи, и вдали каждого человека, могу ли я доверять. В принципе, карта сад, общение более такое деловое. Или пусть это, даже если вы не работаете, какие-то вопросы, документы, или для кого-то из вас учеба, какие-то новые контакты. Может быть, это не обязательно контакты вживую, может быть и офлайн, но у каждого здесь какая-то своя есть задумка. И правильно провзаимодействовать, я должна сказать, наверное, не будет так легко и гладко, потому что первая карта тучи, но и сложно-то тоже не будет. Просто нам говорят эти карты, что при общении что-то вас может не устраивать, но общения будет много. В конечном итоге карта сад добрая карта, когда мы как раз, если нужно, заключим необходимый компромисс, если нужно, распутаем через общение Гордиев узел или сделаем какие-то правильные выводы. И даже если сначала у нас что-то идет не так, или не в нашем желаемом контексте складываются обстоятельства, выход вы, мои дорогие, все равно найдете. И карта письмо.
может означать как раз информацию, новость, получение важных документов, согласование. Сам по себе ноябрь месяц, ну и где-то октябрь тоже. Просто я к тому, что какие-то вопросы с вами уже были начаты ранее, не в ноябре, не с 1 по 10. И здесь, значит, вы что-то продолжаете, может быть, попрежде приложенным усилиям вы как раз через письмо и получите тот или иной важный документ, или в этот период могут быть пересмотрены брачные контракты, соглашения как и по работе, по труду, так и разного рода какие-то бумаги. Могут быть и подписания важных каких-то бумаг где-то по этой карте. Но ведь эта карта нам всегда говорит о том, что мы на пороге перемен. Номер 27. И если мы соединим 2 и 7, сложим, у нас получается число 9. И 9 это и есть перемены. И художник нам здорово изобразил красиво, на мой взгляд, потому что выглядит эта дверь как будто окно. А по факту это практически как окно в будущее. Или, по сути дела, это та дверь, которая ведет к новым возможностям. И поэтому у кого-то именно с получением, подписанием какого-то важного документа будут открываться новые возможности. Немножко мы смотрим в будущее, может быть, подводим к балансу дела прошлого. Но то, что есть какое-то важное известие или информация, информации будет много, но как минимум что-то одно будет наверняка, как и правомерно, или то, что будет для вас своеобразной базой, каким-то фундаментом служить, потому что письмо, оно материально. Поэтому и здесь у каждого по-разному. У кого-то это может быть банально отчет и согласование, что-то, когда вы контактировали с разного рода людьми, с разными, может быть, и чиновниками, организациями. И здесь вы вот как раз к итогу это подводите. Или это тот итог, который вы прежде приложили какие-то усилия, и это могут быть, начиная от приглашения на работе, когда ваше резюме где-то заинтересовались, и вас пригласят на собеседование, и тогда оно, скорее всего, пройдет в каком-то положительном ключе, потому что карта письмо, повторюсь, открывает словно врата в будущее. Вот что-то тут у вас интересное может получиться в эту десятидневку, в эту декаду, но внешне это может выглядеть как-то не очень понятно. Все же первая карта тучи. У кого-то это будут вопросы, связанные, мои дорогие девы, непосредственно с жильем, может быть, или имущество, какие-то денежные согласования. Карта Аист. Прекрасная карта, и вроде гнездо, и птица, но в этой колоде Аист один. Поэтому для кого-то из вас это вы всерьез можете задуматься о том, как же мне познакомиться, как же мне найти своего человека. И какой-то баланс собственной душе между, может быть, прошлыми переживаниями или какими-то разочаровывающими событиями. И вы переоцените в хорошем смысле, как и собственные возможности, или, может быть, тактику своего поведения, или где, когда, как вы раньше знакомились, а теперь вы будете думать, ага, а какие мне новые какие-то планы, минимум, максимум построить. Здесь кто-то напрямую может озадачиться вопросами личной жизни и дома. Как что-то и согласовать, или как совершить, как не быть одному или одной, может быть. Ну, а для людей семейных, я должна сказать, здесь может проиграться какая-то история, которая напрямую будет связана именно с тем местом, где вы проживаете. У кого-то это может проиграться так, что один из супругов, из партнеров, на время едет, допустим, если в плане у вас стоит переезд, вот он едет в определенную местность, чтобы либо какой-то документ получить, или как будто разузнать, как там обстоят дела на местности, или какой-то вопрос решить. У кого-то могут быть вопросы, связанные с наследством. Самого разного рода могут быть здесь по этой карте дела, вопросы. У кого-то из вас, мои дорогие, есть еще и, по крайней мере, может быть разочарование именно по поводу того, что я один и одна, и я не вижу выход. Тогда, понимаете, перезагрузку словно какую-то нужно сделать в глубине своей души. Не основываться, безусловно, на том, что было прежде. И вторая карта сад, она говорит социум.
Для тебя будут важно общение, как ты выстроишь общение, откуда к нам приходят новые люди. Это когда мы настроены знакомиться. Это не значит, что мы всем доверяем, но, может быть, новую концепцию какую-то вы для себя разработаете, как и своего восприятия людей. Тут ведь карта говорит, ставь перед собой табу, потому что любое табу нам мешает. И часто ведь нам люди, которые поначалу кажутся, ну, непонятными или иногда и неприятными, или нам кажется, что, ну, вообще человек непонятно, каким образом у него идет мысль в голове. А тем не менее принимать то, что люди разные. И кто знает, может быть, он думает по-другому, кто-то иной. И в этом тоже есть какое-то рациональное зерно. Первая карта тучи, ведь она тоже об этом может говорить. Потому что есть наше как будто восприятие, и есть реальность, и есть общение. Вот где-то в этой концепции это может касаться и личной жизни, а у кого-то вашего труда и продвижения. Давайте посмотрим следующую карту. И правда, вопросы недвижимости, вопросы вашего места пребывания. Смотрят люди из разных стран, может быть, обстановка сложная, когда вы можете задуматься о переезде, именно потому, что небезопасно вокруг. По карте башни мы ищем свое иногда и пристанище или место нашей безопасности, ведь это еще как крепость, цитадель какая-то. Иногда эта карта говорит нам, что мы хотим даже уединения. И с учетом уже вот этих двух карт, это может быть в результате какой-то многозадачности в эти 10 дней, в эту декаду. Усталость, мои дорогие девы, и хочется уединиться. Может быть, хочется так ограничить свое личное пространство, чтобы никто не мешал. Может быть, вы будете анализировать, некоторые люди вас могут, правда, разочаровывать в этот период времени, и вам захочется, знаете, как бы их повнимательнее рассмотреть, а не есть ли этот человек для меня враг буквально, чем он мне может навредить, может быть и тайный враг. Иногда эта карта свидетельствует о том, что мы уединяемся и никого не хотим к себе подпускать. Нам это одиночество как будто необходимо, чтобы для себя какие-то важные приоритеты определить. Может быть, себя и где-то и обезопасить от лишнего общения. Такое тоже может быть. Захочется где-то и понаблюдать. Но и по этой карте, повторюсь, проходит все то, что стабильно, надежно. Поэтому максимально вы можете находиться в энергиях вот таких, когда то, что наносное, то, что пафосное, то, что просто слова, мне сейчас не интересны. Мне важны дела. Мне важна искренность и мне важна надежность. Вот где-то эти приоритеты в 10 дней. И все, наверное, как и работа, так и личная жизнь будет отталкиваться от самых простых вещей. Много общения, это правда, карта букет. Но карта букет еще говорит о том, что будет у вас, безусловно, в эту декаду какой-то прекрасный момент уладить какой-то вопрос. Может быть, получить какое-то документальное подтверждение, как мы с вами говорили. Но почему я сказала период? Потому что букет – это доброе общение, это взаимопонимание, это даже приятное, как и общение, так и, в принципе, контакты. И все же, опять перемены. Число 9. Вы как на пороге перемен дважды посмотрите. И вы не должны упустить какой-то момент. Букет склонен к увяданию. Будьте внимательны, мои дорогие девы. Куда-то не торопиться определенно стоит, и как будто вам самим хочется замедлиться, как я уже сказала, или отдохнуть. Но, значит, в эти 10 дней будет и тот период, может быть, короткий, когда вам придется взвешенные, но быстрые решения принимать. Иначе мы упускаем время. Вот такой момент тоже может быть. Давайте мы зададим картам Таро вопрос, что вам придется адаптировать в эту декаду, в эти 10 дней. Какое продолжение за этим следует? Или с чем будут связаны события, которые показали карты Ленорман? Туз Пентаклей. Возможность, безусловно.
Причем туз пентаклей чаще это как зернышко, которое мы только садим в землю. Это какие-то новые начинания, которые в последующем вы добавите знаний. У кого-то буквально знаний вы можете начать учиться вот в эту неделю, кстати, или готовить какие-то документы для обучения. Может быть, это банально курсы. Здесь у каждого по-своему. Или вы можете искать недостающую информацию. Вас может заинтересовать какая-то, ну, как сфера жизни, сфера деятельности точнее. И вы захотите себя попробовать даже. И тогда вы раскроете какие-то свои чудесные таланты. Мои дорогие девы, для вас задача до конца года словно определить, в чем моя миссия. Правда? Потому что последующие годы как раз это будет как самораскрытие. Это как дорога к солнцу. И вы очень трудолюбивый в знак, но в то же время, с одной стороны, для окружающих это большой бонус, потому что девы очень лояльны в общении. Скорее сгладить углы или не создавать какого-то конфликта – это ваш приоритет. Но ведь это не всегда получается сделать и сохранив свои какие-то позиции. И получается иногда, что незаметно мы на каких-то вторых ролях и оказываемся. И вот не на вторых ролях быть, а на первых, мои дорогие девы, вот такая задача. И где-то с этим будет связана миссия. И понятно, что это не есть, когда сильная позиция, то мы кому-то что-то доказываем или отстаиваем свою точку зрения. Нет, вот вам какой-то свой личный путь к своему собственному счастью нужно пройти. И это должно вам нравиться, понимаете? Потому что жизненное путешествие, оно только тогда счастливо, когда мы занимаемся тем, что нам приносит вдохновение, удовольствие, радость. Поэтому продумайте, вот в эти 10 дней, на этой декаде 1 ноября у вас могут быть такие очень серьезные мысли, которые как раз об этих переменах могут и свидетельствовать. Или воспользуйтесь какой-то информацией, может быть, это будет документ полученный, что-то нужно развить или на что-то согласиться, или пусть своей мечте, желаниям именно в этот период времени нужно уделить тоже время, и это будет как вот это зерно ваших будущих побед. Но для кого-то из вас конкретно получение денег, и такое тоже может быть. Иногда эту карту трактуют как шанс, мои дорогие, как небесное благословление, как возможность. И даже, кстати, пусть не в этой колоде, но иногда туз пентаклей проигрывается как та новость, которая поначалу нас выбивает как раз из колеи. Мы этого не ожидали, вот карта тучи. Но спустя время мы понимаем, зачем это было нужно. И это отправная тоже точка отсчета. Когда нам высшие силы, назовите, судьба, вселенная, обстоятельства, дает понять, что вот как было что-то в прошлом, уже в будущем не будет. И от нас требуется какая-то перестройка. Хорошо, что же будет дальше? Куда все идет? Тройка мечей: перевести разочарование в опыт, оставить какую-то сложную ситуацию именно беспристрастно, что да, случилось и случилось. И опыт, он ведь сродни здорового равнодушия, когда нас это уже не ранит. И посмотрите, сидит мудрый ворон и филин и сова. Именно олицетворение мудрости такой трехкратной. Может быть, это были какие-то очень сложные периоды в вашей жизни, но все, в этом ставится точка. И теперь нас как будто невозможно уже ранить. Да, есть тот опыт, который вы и не забудете никогда, это точно. Но поверьте, он вам зачем-то был нужен, он вам будет помогать, чтобы в более, может быть, сложных ситуациях, в которых вы окажетесь, и поможет, как ни странно, именно та ситуация, в которой вы сложный, да, были когда-то прежде. Не могу сказать, что достаточно такая легкая карта. Нет, но нам говорят, что у тебя есть как раз возможность для себя сделать что-то более чем хорошо, потому что ты не повторишь какую-то ошибку. И эту ошибку, как ошибку или как создавшуюся ситуацию, обстоятельства, ее невозможно предвидеть. В ней можно побывать лишь как будто раз,
для того, чтобы полностью или ощутить полноту какого-то разочарования, чтобы сделать важные выводы. Это то, что приходит только с опытом. Этому невозможно научиться. Но вот этот опыт, он своеобразной базой, фундаментом служит последующих побед. И вот обе карты об этом говорят. Может быть, конечно, как человека себе напомнит, мои дорогие, тот человек, который вам как раз эти разочарования и принес в прошлом. И знаете, ноябрь у нас тот месяц, когда к нам могут возвращаться люди из прошлого, какие-то контакты. Тогда примите во внимание, что если человек вернулся в вашу жизнь, зачем ты вернулся? Или если какая-то история, пусть даже с документом, к примеру, да, значит, нужно что-то досогласовать. Может быть, доподписать, пересмотреть, пересчитать, может быть, вот именно с дважды. Почему я так говорю? Вы принадлежите к стихии Земли, как и Телец. И вот как раз с Тельцом в ноябре связаны многие транзиты 15 ноября, а мы можем, это полнолуние, мы можем прочувствовать силы этого полнолуния гораздо раньше. И это полнолуние в Тельце, оно будет затрагивать вопросы как раз, может быть, которые связаны как и с документами, с благополучием, как и с деньгами. Одновременно 15 ноября Луна в сложном соединении с Ураном, и это могут быть резкие какие-то перемены, пересмотры, мои дорогие. Почему и связывают этот период с тем, что могут быть пересмотрены сильными мира сего. Порядок, как система иерархии. Может быть, это даже в масштабе всего нашего мира и планеты Земля, поскольку тут могут и где-то предполагают изменения на фондовых рынках, изменения в валютных рынках. Могут происходить много важных таких пунктов, моментов, о которых мы узнаем потом. Но уже сейчас это какая-то глобальная перестройка запускается именно в ноябре. Поэтому и у вас выпадает колесо фортуны, мои дорогие. И поэтому, вот не пройдя какой-то опыт, посмотрите, вот этот опыт именно помогает для того, чтобы начать что-то новое и не упустить что-то важное. Именно он, вот этот здоровое равнодушие, или то, когда мы не попадемся на чью-то удочку, или когда мы именно теперь можем сделать какой-то красивый финт, я такое могу предположить, потому что по колесу фортуны возможно все. И опять же колесо дополняет вот то значение вот этих двух карт, когда я сказала не упустить момента или не упустить время. Мы понимаем, что и вы где-то будете сравнивать с прежней ситуацией. Почему? Потому что колесо фортуны, оно ведь всегда вращается. И если оно пошло условно наверх, неизбежно будет пауза, когда оно будет разворачиваться вниз. Как наша жизнь бывает циклична, так и нам карта напоминает: будь внимателен, потому что какой-то у тебя именно теперь, в эту десятидневку, прекрасный момент для себя либо что-то сделать хорошо, либо с чем-то воспользоваться, либо те отношения, люди, у кого-то по личной жизни, у кого-то по работе, или какие-то ваши собственные планы, амбиции, таланты тоже могут быть раскрыты. И пусть что-то даже у тебя не получилось, но, может быть, в каком-то новом контексте что-то вы, найдете для себя, какую-то новую составляющую, и есть возможность получить в конечном итоге желаемое. И если мы спросили, что вам придется адаптировать, самого себя или саму себя, свои приоритеты, может быть, обозначить, или увидеть какую-то ситуацию заново, она по какой-то причине вроде к вам возвращается, развивается. И я хочу повторить, что если кто-то вам словно из прошлого возвращается, будь то люди, будь то какие-то еще обстоятельства, значит, есть то, чему вы должны уделить внимание, взять на заметку, и это, возможно, в будущем как-то вам тоже пригодится. А что же вы будете организовывать? Вот посмотрите, всегда эта карта четверка чаш называется бесконечный дождь. Поэтому есть риск ничего не делать. Мы можем просто так вот где-то наблюдать и надеяться, что как-то разберется само. И тогда ничего не меняется, тогда никакого шанса мы не видим, мы что-то упускаем. Поэтому если что мы адаптируем, ведь это адаптация, это где-то именно связано с переменами вас самих,
благодаря тому, что был какой-то разочаровывающий период. Как ни странно, это отправная точка на самом деле. Так вот, кто-то может увеличить по времени свое ожидание в надежде, что какой-то вопрос решится сам. Или свое одиночество. Мы об этом долго говорили. И упустить, опять же, какую-то возможность. Надеяться, что меня найдут, например, да. Ну, это, наверное, знаете, верить в судьбу – это прекрасно. Верить в высшие силы, неважно, какого вы вероисповедания, это тоже нужно. Но понимать, что есть в Беларуси такая у нас поговорка: казал Бог, каб сам себе допомог. Поэтому допомагайте себе, мои дорогие. Девы, это вам будет тоже помогать дважды. Выйти навстречу этой судьбе определенно стоит. Иначе вот тогда ничего не меняется. Давайте посмотрим, что же еще. Ну вот опять нам второй туз. Туз пентаклей, туз чаш. Будьте внимательны. Сделать из какой-то тройки мечей туз чаш шикарно. И это всегда новая возможность. Свеча, посмотрите. Карта наполненности, карта исполнения желаний, карта любви где-то, карта рождения новых проектов. И все то, что я говорила о вашей миссии или о вашем творчестве, о ваших талантах, они могут быть максимально развиты в этот период времени. Опять же, как ни странно, опираясь на эту тройку мечей. Вот посмотрите, это как точка, может быть, отсчета и одновременно невозврата. Так вот, у кого-то этот невозврат может закончиться как бесконечный дождь и больше ничего. Ничего не меняется, пейзаж за окном не меняется. А для кого-то это может быть вот этот наполненный кубок и счастья. И это уже в реальной жизни. Нижний ряд – это реальная жизнь. Что же еще? Умеренность, да, во всем умеренность. Но тут, я думаю, ваш знак зодиака к этой умеренности точно призывать не нужно. И по этой карте все приходит в свое время. Но, мои дорогие, пусть не в этой колоде, но аркан умеренности – это у нас еще не только душевное спокойствие, мир, гармония, но предельное внимание к обстоятельствам вашей жизни. Могут быть еще как не случайные случайности. А у вас, наверное, в эту десятидневку дважды, потому что в эти 10 дней как будто колесо фортуны встречается с умеренностью. Или вот это душевное спокойствие позволяет не упустить какую-то шикарную возможность. И у кого-то это будет в деньгах выражаться или в согласовании документов. Какой-то удобный, может быть, день даже сложится. Или в отношениях изменить свой статус в будущем. Нам не говорят буквально в эти 10 дней, но для кого-то согласовать то, что касается вашего жилища, некоторые вопросы имущества и опять же денег. Что-то именно для вас самих очень значимое, несмотря на то, что были разочарования, и даже несмотря на то, что и сейчас окружение вокруг вас, ну, где-то может оставлять желать лучшего. Да, что-то радовать будет. Но я не могу сказать, что как карта сад, так и карта букет это еще не говорят о чем-то продолжительном. Это скорее те контакты, которые о прелюдии какой-то нам рассказывают. И, собственно, карты Таро об этом тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.